Всем привет! Вы на канале НВ Фитнес и с вами я, Болт Наталья. Сегодня поговорим о жирах. Жиры – это чрезвычайно важный элемент для нашего здоровья. И если вы испытываете недостаток жиров в своем рационе, то рано или поздно готовьтесь, что у вас будут неминуемо проблемы со здоровьем. Жиры, как и углеводы, дают нам энергию, но жиры, в отличие от углеводов, имеют большую калорийность, поэтому если взять суточную норму калорийности, то жиры должны составлять только 30% и не более. Можно меньше, но ни в коем случае не больше. Многие люди, так как боятся поправиться, они просто берут и урезают в своем рационе количество жиров. Но это неправильно, потому что прибавляют в своем весе они не от жиров, а от общей калорийности, которую потребляют за сутки. Если они не добирают в жирах, естественно, они чувствуют хронический голод, и чтобы его как-то избежать, они начинают прибавлять в углеводах. Отсюда лишние калории, отсюда лишний вес. Вы должны понимать, что углеводы и жиры по-разному воспринимаются нашим организмом. Когда мы съедаем углевод, он моментально в нашей крови образуется в глюкозу. Глюкоза дает нам энергию, и эту энергию мы должны сразу же израсходовать, иначе она у нас в определенных местах отложится и приобретет вид жировых отложений. Жиры, в свою очередь, имеют более сложный и продолжительный процесс. Попадая к нам в кишечник, они распадаются на глицерин и жирные кислоты. Через лимфосистему жирные кислоты попадают к нам в мозг, обогащают его, затем опускаются к нам в легкие, и только после этого, что останется, попадает в кровь и, может быть, отложится в каких-то определенных местах. Поэтому вы должны понимать, что мы поправляемся не от жиров, а от общей калорийности. Как я уже сказала, не добирая в жирах, мы начинаем есть больше углеводов. Итак, разберемся, чем же жиры так полезны для нашего организма. Дело в том, что в первую очередь они несут энергетическую ценность, как мы уже и сказали. Второе – это смазочная функция, так полезна для наших суставов, для наших хрящей. Но не только. Дело в том, что обволакивающее вещество, наши легкие изнутри, называется легочный сурфактант, и он состоит на 90% из жира. И состояние этого сурфактанта позволяет нашим альвеолам в большом количестве переносить кислород в кровь. Также жиры имеют транспортную функцию в нашем организме. Они по нашим сосудам, как маленькие грузовички, доставляют полезные вещества нашим клеткам и нашим органам. Также жиры очень важны для гормональной системы, так как они являются основой для синтезирования женских и мужских половых гормонов. И также нельзя не вспомнить о термоизоляции. Да? Жиры помогают нам в этом. Не зря многие люди перед наступлением холодов, перед зимним периодом прибавляют в своем весе 1-2 килограмма. Если говорить о жирах внутри нашего организма, то мы имеем подкожный жир, от излишков которого мы избавляемся посредством физических нагрузок. А также мы имеем висцеральный жир. Это жир, который обволакивает наши органы внутри брюшной полости. Он их защищает и также помогает удерживать их на одном месте. Если мы хотим избавиться от излишков висцерального жира, то это мы делаем путем правильного питания. Как я уже сказала, у нас должно быть не более 30% от всей калорийности, да, 30% жира, а также 10 из них это должен быть насыщенный жир, то есть животный жир, и 20% из него это должны быть ненасыщенные жиры, то есть растительные. Мы вспоминаем, что животные жиры это наши яйца, молоко, масло, мясо и так далее. Если же мы говорим о растительных жирах, то это любые масла, семечки, орехи. И отдельно я бы хотела остановиться на ненасыщенных жирах, особенно на омега-3. Омега-3 у нас считается ненасыщенным жиром, который должен относиться к растительным, но на самом деле он есть и в рыбе, особенно в рыбе жирной, красной рыбе. Но так как мы знаем, что у нас в супермаркетах и рынках невозможно практически достать нормальную красную рыбу, вся она у нас привезена не из океана, а из плотин и озер
фермеров, и, естественно, содержание омега-3 в ней уже меньше, поэтому мы можем заменить ее скумбрией, мы можем заменить ее сардиной, мы можем заменить ее селедкой, тунцом и так далее. Также омега-3 содержится в семечках льна. Также приятный сюрприз для нас, омега-3 содержится в зелени. Сейчас, когда мы делаем сезонный салат, допустим, из огурцов и помидор, мы должны учитывать, что зелень в этом салате должна составлять не менее 30%. Омега-3 является одним из топовых веществ для нашего организма. В первую очередь омега-3 имеет противовоспалительное действие. Второе, не дает образовываться тромбам, понижает холестерин и регулирует давление, а также имеет положительное действие на зрение и, самое главное, увеличивает продолжительность жизни и останавливает биологические часы. Поэтому не экономьте на омега-3, покупайте рыбу. Дело в том, что учеными уже давным-давно доказано, что народности, которые проживают на побережье и постоянно потребляют жирные сорта рыбы в своем рационе, имеют маленький процент заболеваемости сердечно-сосудистой системы. У них практически отсутствуют инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь сердца, а также атеросклероз. Также для нашего организма очень полезны омега-6 и омега-9, но они более доступны, они есть практически во всех маслах, просто эти масла нужно в своем рационе более как-то разнообразить. У вас должны быть, начиная от подсолнечного, оливкового масла, кунжутного, кукурузного, тыквенного и так далее. Итак, подводим итог, делаем вывод сегодняшнего видео. От всей суточной нормы калорийности жиры должны составлять не более 30%. И из этих 30% 10% должно приходиться на животные жиры, насыщенные, и 20% на ненасыщенные растительные жиры. Второе, что мы должны помнить, если у нас есть избыток подкожного жира, мы избавляемся от него путем физических нагрузок. Если же у нас есть излишки висцерального внутреннего жира, да, который обволакивает наши органы внутри брюшной полости, мы избавляемся от него путем правильного питания. Также не забываем, это третий пункт, да, нашего вывода, что мы не должны ни в коем случае экономить на омега-3. Мы покупаем и едим рыбу. Также мы едим не менее 30% зелени в салатах, в наших сегодняшних, да, сезонных салатах. Также вы не должны бояться переизбытка омега-3 в своем организме, так как омега-3 может синтезироваться в омега-6 и омега-9, а вот обратного процесса в этом нет. И как обычно в конце каждого видео простой, несложный в приготовлении рецепт. Сегодня предлагаю приготовить творожную запеканку. Для ее приготовления нам понадобится полкило творога, 1 стакан молока, 1 столовая ложка, желательно с горкой, манной крупы, 3 яйца, 100 грамм сахара и 3 столовые ложки сметаны. Так как у меня блендер небольшого размера, я все ингредиенты делю пополам и хорошо взбиваю в блендере. Все ингредиенты, кроме 3 яиц. Проделываю это, естественно, 2 раза. Затем в полученную смесь добавляю 3 яйца и хорошо перемешиваю. Затем в смазанную сливочным маслом форму я отправляю весь творог и хорошо, равномерно распределяю его по форме. Затем выпекаю на 160-180 градусов где-то 50-60 минут. И обязательно после запекания оставьте запеканку в форме до полного остывания. Запеканку лучше всего подавать со сметаной и вашими любимыми фруктами. Запеканка подойдет как на завтрак, так и на обед в виде десерта и на ужин. Всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть и не пропустить новое видео. Всем пока!